Димаш Кудайберген в 2012 году, еще в юном возрасте исполнил песню «Трагедия Калдайбека», посвященную Семипалатинскому полигону. Это тяжелая история Казахстана, более не заживающая рана людей, проживающих в районе полигона в те годы. Карипбек Куюков – один из тех людей, которых коснулась Семипалатинская трагедия. Он является художником и активистом, послом международного проекта «Атом». Как и другие участники проекта, снова и снова рассказывает миру о том, почему испытания должны запретить везде и навсегда. Картины Карипбека выставлены в частных и государственных коллекциях Америки, Японии, Германии. Многие знаменитые люди знакомы с творчеством художника из Казахстана. He's from Kazakhstan. It's a falcon, but he painted this with his mouth. It's amazing. So, sometimes people complain, I've got no money, and like I do, right? Like we all do, sorry. And look what he done with his mouth. Карипбек родился в селе Егиндыбулак в Карагандинской области в 100 километрах от Семипалатинского полигона. Год рождения – 1968. В это время испытания гремели по всему миру. Карипбек Куюков родился без рук, в результате облучения, которому были подвергнуты его родители во время испытаний на Семипалатинском полигоне. Он пишет свои яркие картины, зажав кисть в пальцах ног. Родители старались дать своему сыну лучшую жизнь и больше возможностей. Отец отправил его в Ленинград. Здесь делали, а также испытывали протезы рук, но Карипбек так и не смог к ним привыкнуть. Он учился в интернате, здесь и начал рисовать, пытаясь держать карандаши пальцами ног. Сначала небо, солнце, облака получались не очень, но со временем Карипбек приспособился. Он художник-самоучка, но ничуть не переживает из-за этого. Сам Карипбек говорит, что всегда рисует только то, что хочет. Любит писать маслом или акрилом. Далеко не все его работы посвящены трагедии Семипалатинска, или изображают людей, которые от этого пострадали. Карипбек пишет много пейзажей, изображает свое село и многочисленные города мира, в которых побывал. Живет художник в Караганде один. Он привык справляться с обычными повседневными делами самостоятельно. Родственники всегда рады прийти ему на помощь, но он предпочитает справляться со своей жизнью сам. Вообще-то мне по душе больше нравится рисовать пейзажи, конечно. И то, что происходило, конечно, в моей жизни, какие-то, наверное, значимые для меня, наверное, происходили случаи, и то, что я видел, естественно, мне хотелось показать и в своих работах, отразить. Поэтому, когда в 1989 году было открыто антиядерное движение Невада-Семипалатинск, и мы стали свидетелями то, что происходило на Семипалатинском полигоне, и тем более я видел все это своими глазами, тех жертв, тех людей, которые пострадали. Естественно, мне хотелось тоже показать в своих работах все эти последствия, то, что привело, к чему привело это. Карипбек говорит, что хотел бы написать книгу о своем детстве. Он не считает, что жизнь его была тяжелой. Годы учебы в Загорске, современный Сергиев Посад, он вспоминает как самые веселые годы своей жизни. «Я бываю счастлив, если после общения со мной кто-то улыбнулся и получил положительную энергию. Я стараюсь объяснить людям, что каждый день – это отдельная жизнь, и мы должны принимать ее стойко», – говорит он. Талантливый художник по совету своих друзей создал свой канал на Ютубе, где он рассказывает о своей жизни и показывает свои работы. Канал Карипбека так и называется «Художник без рук». Здравствуйте всем! Здравствуйте все, кто меня видит, все, кто меня слышит. Меня зовут Карипбек Куюков. Я живу сейчас в Караганде. Родился я в селе Егиндыбулак, Карагандинской области.
Это от Караганды где-то 320 километров. А родился я в селе Инноблак, которое находится буквально в 100 километров от бывшего Семипалатинского полигона. Ссылка на канал будет в описании под видео и в закрепленном комментарии. Каждый из вас может поддержать замечательного художника из Казахстана, подписавшись на его канал. Друзья, слушая песни в исполнении Димаша, давайте посмотрим картины, написанные талантливым художником. Бабаларым жайлаған құтты мекен, жеңу сені жер асыл туған өлкем. Атым жарып тәнімде жаралады, мұнан асқан зұлымдық бар ма екен? Қасиетті жеріңе да жол жетті, жарылыстан ел кешті қасіретті. Қаншама жан дерті боп зілзаладан, тіріле бастан кешті қияметті. Кешек өткен кеңестің заманында, қалдай бегім тапталдың табанында. Тіршіліксіз бүгінде далақ жатыр, иесіз ай мен күннің аманында. Білмесің қанша отау өшті, сені тастап өдере елің күшті. Содан бері қанша жыл одап заттан, туған ұрпақ мүгедек күйік кешті. Аталарым мирас қып мұра еткен, киелі мекен едің ол қыз өскен. Алдында бабалардың аяқтымыз, өмірін жер үшін қиып кеткен. Қарба молдың жер алып дүлей күшке, қалды бекер семелер дертің ішке. Жаңарып дала қайта ел аяғар, саланың зардабынан келешекте. Саланың зардабынан келешекте. Выступая на международной конференции, художник из Караганды сказал: «Наша общая цель – защитить человечество от войн. Так давайте же не будем повторять ошибки прошлого. Я призываю всех сделать все возможное и невозможное, чтобы испытания прекратились во всем мире. Полигоны должны быть закрыты. Пусть небо над нами будет мирным, а наши дети здоровыми. У меня нет рук, чтобы обнять вас и выразить свою благодарность за ваше участие в этой конференции. Но у меня есть сердце, которое преисполнено любовью к вам. Желаю вам и вашим семьям жить в мире и спокойствии».
забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.